Много было, скажем так, комментариев, а как будет себя чувствовать энергетика Армении, если она вдруг поддастся на различные, скажем так, посылы из Европы, из Европейского Союза и попробует пойти в ЕС. Речь, скорее всего, даже идет про конкретную точку, это про Метсаморскую армянскую атомную электростанцию. Ну, давайте так, убираем всю политику, смотрим, что происходит. В 2023 году подписано соглашение Росатома и акционерного общества Метсаморская АЭС о проведении работ по продлению срока эксплуатации до 2036 года. Работы идут, контракты выполняются, суммы перечисляются. Попробовать прервать договор прямо сейчас, ну, сейчас уже проще завершить работу, чем остановить их. Так что, я думаю, здесь никаких приключений не ожидается. Это все-таки контрактное обязательство. Большая работа проведена. Если она будет брошена, ну, хорошо, в 30-м году остановится генерация. На мой взгляд, это такой урон для национальной безопасности Армении, что какое бы правительство сейчас не было сформировано, он на это не пойдет. Потерять 30% генерации, чем замещать. Можно каким-то образом увеличить объемы поставок газа, но газовые электростанции за один день не вырастают. Это не грибы после дождя. Это не компьютерная игра, где можно перетащить курсором кучку золота и тут же получить электростанцию. Так что, думаю, вот что касается Метсаморской АЭС, то здесь никаких приключений не ожидается, но о чем завершатся политические события, посмотрим. С точки зрения энергетики, причин для волнений пока не вижу. Причин для волнения со стороны Ирана и проблем с Ирана и поставки газа в обмен на электричество? Там договор до 2037 года, он стабилен, соотношение там все тоже. Согласно контракту считается, что один объем газа это 4 киловатт, кубометр газа 4 киловатт-часа электроэнергии. 3 в качестве расчета за газ уходят по двум линиям электропередач класса 220 киловольт в Иран. Одна часть остается для Армении. На самом деле это была та нитка спасения, когда было совсем непросто в связи с блокадой со стороны всех соседей и невозможностью получения электроэнергии из Грузии. Был момент, когда Грузия была энергодефицитна, пошел вот этот контракт, и одновременно пошла синхронизация работы объединенной энергосистемы Армении с объединенной энергосистемой Ирана. Да, надо отдать должное Грузии, с учетом ее количества строительства малых ГЭС, она уже энергопрофицитна, но теперь сложности с поставками в объединенную энергосистему Армении из-за состоявшейся синхронизации. Диспетчеры это делать умеют, это там отдельная такая процедура, но это не что-то длительное, это надо там режимы в порядок приводить и так далее, объемы большими не получится. Так что я не думаю, что есть возможность пересматривать соглашение с Ираном, тем более, что этот контракт не подпадает под действие каких бы то ни было санкций и рестрикций, в нем отсутствуют деньги. Есть объем газа, есть объем генерации, вот и все. И вот что хотите с этим, то и делаете, блокируете любые банковские переводы, их нет. Другое дело, что в связи с последними событиями, разумеется, не столько в Армении, сколько в Иране, в связи с ничем не обоснованной агрессией со стороны Соединенных Штатов и Израиля, был проект строительства новой линии электропередач уже 400 киловольт и, соответственно, расширение объемов поставок газа. Но проблемы у Ирана возникли в связи с тем, что на это как раз деньги нужны, а золотовалютные резервы украдены. Ну, или блокированы, как там нетрадиционные партнеры в таких случаях говорят. Проект ушел вправо, так что здесь предсказать, когда что удастся сделать, возможно, конечно, что Армения сумеет каким-то образом финансирование найти, но строительство линии электропередач в горах – это не самое дешевое удовольствие, прямо скажем, и не самое быстрое. Так что, проект подзавис, так скажем. Если говорить о том, откуда Армения может получать электроэнергию, да, есть небольшие перетоки из Грузии, да, есть стабильная работа
всей объединенной энергосистемы Армении на день сегодняшний там никакого дефицита нет, все аккуратно сбалансировано. Работают оба каскада ГЭС, работает атомная электростанция, работают тепловые электростанции, все в порядке. Если какие-то политические события не вмешаются в происходящее, то, в принципе, Армения достаточно стабильна. Другое дело, что придется делать, если будет расти спрос на электроэнергию. Но для этого необходимо, чтобы какие-то крупные промышленные проекты начали реализовываться. Я не про проект ТРИП, даже расшифровывать не хочу, мне нравится. Есть ТРИП в горах Кавказа, но он пока на бумаге. Кто бы что бы ни рассказывал, кто бы там в аэропорт не прилетал, нет работы над технико-экономическим обоснованием, нет партнеров со стороны Соединенных Штатов, никто не обозначил. Есть много риторики политической, но вот сколько-то времени уже прошло, мы пока никакой конкретики не видим. Нет партнеров, нет возможности разрабатывать технико-экономическое обоснование, значит, нет возможности определить сроки работы, необходимые инвестиции, и дальше пошли по схеме. Если есть технико-экономическое обоснование, видна сумма контракта, можно искать тот или иной вариант финансирования, банковский, еще какой-нибудь, пока ничего нет. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «Создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы. Кейс-Гуру Клип с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс-Гуру Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Кейс-Гуру X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Кейс-Гуру Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Кейс-Гуру и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Разговоров много. Прилетают какие-то люди в аэропорту, о чем-то говорят, что-то подписывают и улетают. Так бывает. Ну, я тебе скажу, что вот сейчас, скажем так, почему мы с тобой пропустили нашу пятницу, да, то есть это Санкт-Петербургский международный экономический форум, и вот даже на этом форуме звучали различные версии развития этого трипа. Единственное, что мне понравилось, что Азербайджан, никого не слушая, все-таки тянет железную дорогу, тянет автомобильную дорогу, тянет линии электропередачи. И вот с его стороны, я думаю, что все будет сделано. Но давай, наверное, как раз и переключимся. В этом сомневаться не приходится, потому что, да, что касается железной дороги, там есть вопрос, как пройти по той территории, которая была использована под строительство новых ГЭС. Там, мало того, что дорога была разобрана во время оккупации, ее теперь надо просто физически сдвигать вправо, ближе к горам. То есть, такой вариант. Ты имеешь в виду вдоль Араза, да? Да. Угу. Вдоль Аракса Худоферинские ГЭС, у них тело плотины вышло на ту часть, где когда-то колея проходила. То есть ее сняли, а вот теперь как восстанавливать, это горы. Тут тоже такой вопрос непростой, но уверен, что с этим Азербайджан точно справится. Вряд ли у него проблемы возникнут. Что касается автомобильной дороги, она прошла по другому берегу Аракса.
То есть с Азербайджана уходим в Иран, проходим вдоль Сюникского района, возвращаемся, собственно говоря, уже в Нахичевань. Что касается обеспечения газом Нахичевани, вопрос решен за счет своповой сделки с Турцией. Азербайджан поставляет газ в Турцию. Турция построила небольшой газоотвод, там что-то около 80 километров в Нахичеване. Газ поставляет за счет Азербайджана, он просто вычитает из его объема и все. То есть здесь подстраховка есть. Дальше, будем смотреть, может быть, какие-то шевеления по трипу появятся. Я сейчас не про политику. Если появится хоть какой-нибудь партнер, какая-то компания, обозначенная Соединенными Штатами, тогда проект сдвинулся с мертвой точки. А пока следить за риторикой, кто что сказал, кто что написал. Есть партнер, пошла разработка технико-экономического обоснования, проект ожил. Пока он мирно спит на берегу Аракса. Ну, давай тогда там тепло, там уют. Про то, что не спит, а не спит, это, к сожалению, ВСУ. Было большое интервью главы Росатома для журналистов по окончанию питерского форума, ну, скажем так, не по полному окончанию, а по окончанию деловой программы. И Алексей Лихачев свое выступление начал именно с ударов по Запорожской атомной электростанции. На твой взгляд, вот, наверное, МАГАТЭ должно сказать какое-то свое слово, да, в адрес киевского режима, ну, потому что это все идет уже, наверное, к ядерной атаке. Давайте так. МАГАТЭ организация большая. Вот те, кто отвечает за гарантии МАГАТЭ, за безопасность, за соблюдение положения договора о нераспространении ядерного оружия, обязаны реагировать адекватно. Адекватной реакции мы не видим, и, к сожалению, это будет приводить, как минимум, к тому, что МАГАТЭ будет терять авторитет. Мало им было ситуации, сложившейся в Исламской Республике Иран. Мы добавляем еще вот это. Продолжаем выражать озабоченность, не обозначая, чем, собственно говоря, озаботились. Можно продолжать бесконечно. К сожалению, удары и по городу-спутнику, по Энергодару продолжаются. И, на мой взгляд, совсем уже дикая история, когда был согласован режим тишины, и, тем не менее, по инженерам, которые физически работали на линии опоры передач, получили удары беспилотниками. На мой взгляд, это настолько уже безобразно, что дальше некуда. А после истории с ударом по турбинному залу, я напомню, отверстия в стене есть, тут такие вещи вроде бы очевидные. Все, что касается постфукусимских требований по безопасности, касаются ядерного острова. Это там металлический контейнмент двойной и так далее, и так далее. Турбинный зал – это зал обычной электростанции. Неважно, как образуется пар, важно, что он приходит на турбину, турбина вращает, и так далее. Ротор статора, электроэнергия. Здесь вся защита 50-сантиметровая железобетонная стена. Да, станция в режиме останова, даже если бы повреждение турбины произошло, на радиационной обстановке это не повлияло бы точно, но турбинный зал, машинный зал – это огромное кабельное хозяйство, в том числе и кабели, которые идут для обеспечения внутреннего потребления, то есть для работы циркуляционных насосов. Где, как они там проложены, не знаю, там выложен какой-то металлический, железобетонный корпус или еще что-то, но очень вряд ли. Это действительно рискованно, потому что если та сторона, я не думаю, что здесь сценарий разработан в Киеве, это совершенно другие игроки. Киев – это не более чем руки, напрочь не имеющие головы. Но о чем думает голова, совершенно непонятно. А если будет какой-то сбой, и вот такой подарок прилетит на площадку сухого хранения облученного ядерного топлива, дальше будем действительно в режиме, куда ветер подует. В Лондоне рассчитывают, что он дует исключительно на север, в сторону России, а если на запад? Или за Ла-Маншем есть шанс, что мы отсидимся? Безобразное поведение, и, на мой взгляд, совершенно неразумное поведение со стороны главы МАГАТЭ, потому что озвучивать свои озабоченности он научился просто безостановочно. И для чего он это делает, не совсем понятно.